Атака на исследовательский корабль USS Liberty. Технический исследовательский корабль класса Белмонт подвергся нападению армии обороны Израиля во время шестидневной войны 1967 года. Первоначально он был построен и служил во время Второй мировой войны как грузовой корабль под названием Симмонс Виктори. Его киль был заложен 23 февраля 1945 года по контракту морской комиссии с Орегонской судостроительной корпорацией. Корабль был передан Управлению военного судоходства 4 мая 1945 года. На следующий день он был переведен на береговую, Тихоокеанскую дальневосточную линию. В его состав входил отряд вооруженной гвардии ВМФ из 17 человек для управления корабельной артиллерийской батареей, отряд связи из 4 человек и 16 человек, завербованных ВМФ. Кораблю было поручено доставить боеприпасы, которые были загружены на военно-морском складе боеприпасов в районе Сан-Франциско в порт Чикаго для операции падения, вторжения в Японию. Корабль был в заливе Лейте, когда Япония капитулировала 15 августа 1945 года. Он вышел из залива Лейте 6 октября 1945 года по пути к западному побережью США через Эневеток и через 2 дня сбросил боеприпасы в море. Он прибыл в Сан-Франциско 3 ноября 1945 года и отбыл на восточное побережье США 9 декабря 1945 года, прибыв в Нью-Йорк на Рождество. С декабря 1946 по 1963 год несколько раз переходил из коммерческих чартеров в качестве сухогруза в резервный флот национальной обороны. В частности, за это время он совершал 9 отплытий с ноября 1950 года по декабрь 1952 года на Дальний Восток во время Корейской войны для оснащения американских войск, сражающихся с коммунистической Северной Кореей. 11 июня 1958 года вошел в состав резервного флота национальной обороны, на этот раз пришвартовавшись в Олимпии в штате Вашингтон, где он оставался до 1963 года. В феврале 1963 года ВМС США приобрели его и преобразовали его в вспомогательное судно. 8 июня корабль был переименован в USS Liberty. 1 апреля 1964 года переклассифицирован в научно-техническое судно. Он был введен в эксплуатацию на военно-морской верфи Puget Sound в Бремертоне, штат Вашингтон, в декабре 1964 года. Далее судно отправилось в штат Вирджиния, где его дополнительно оснастили, чтобы оно соответствовало миссии по поддержке Агентства национальной безопасности путем сбора и обработки иностранных сообщений и возможные интересы национальной обороны. В июне судно Liberty начало свое первое развертывание в водах у западного побережья Африки. В течение следующих 2 лет оно провело еще несколько операций и вышло в Средиземное море в 1967 году. Во время шестидневной войны между Израилем и несколькими арабскими странами его отправили для сбора электронной разведки в Восточном Средиземноморье. Днем 8 июня 1967 года, находясь в нейтральных водах у северного побережья Синайского полуострова, судно было атаковано и повреждено авиацией ВВС Израиля и торпедными катерами ВМС Израиля. 34 американских члена экипажа были убиты и 174 ранены. Хотя судно было сильно повреждено, его команда удержала его на плаву, и он смог покинуть территорию собственными силами. Позже Израиль извинился за нападение, заявив, что ошибочно принял его за египетский корабль,
поскольку инцидент произошел во время шестидневной войны. В общей сложности Израиль дал США около 13 миллионов долларов в качестве компенсации за инцидент. Это включает в себя компенсацию семьям погибших и раненых, а также покрытие повреждений судна. После атаки судно было сопровождено в Мальту и отдано на временный ремонт. После завершения ремонта оно вернулось в Соединенные Штаты. Было выведено из эксплуатации и исключено из регистра военно-морских судов 28 июня 1968 года. Находилось на приколе в Атлантическом резервном флоте Норфолка до декабря 1970 года, когда было передано морской администрации на утилизацию. В 1973 году оно было продано на слом компании Boston Metals. Командир Уильям МакГонагал, командующий Либерти, получил почетную медаль. Многочисленные члены экипажа были награждены, в том числе 11 членов экипажа были награждены серебряными звездами, 20 бронзовыми звездами и более 200 пурпурными сердцами. Неопознанные останки 6 членов экипажа были похоронены под одним надгробием в братской могиле на Арлингтонском национальном кладбище.